Здравствуйте, вы на канале Feel Good Tattoo. И у меня бомбит. В последнее время очень сильно расстраивают вещи, происходящие в тату-индустрии. Из-за них вся тату-сфера в целом деградирует. Я вам расскажу парочку самых раздражающих вещей в ней, по моему мнению. Первое и, наверное, самое раздражающее – это мастера-недоучки. Они просто как-то раз увидели цены в тату-студии и спросили себя, а чем я хуже? И большинство таких людей идет в тату-студию со своим творчеством, а зачастую и без него. И им отказывают соответственно. Студия ясно дала знать, что ты не дотягиваешь, но нет. Недоносок идет домой, покупает самую дешевую тату-машинку и дешманские краски в интернете и зовет всех бить к себе портаки за пивас. И когда тебя спрашивает очередной клиент про цену твоих работ и его не устраивает твоя цена, в которую ты вкладываешь свой многолетний скилл, стерилизацию, расходники и тому подобное, он начинает писать тебе сообщение примерно следующего содержания. А с хера ли так дорого? Мне Серега за пивас набьет. Твой пивохлеб даун, и ты даун. И тебе очень повезет, если ты не подхватишь какую-нибудь дрянь от твоего дружка. Есть даже такие тамушники, которые принимают оплату разными вещами, типа бартер. Телефоны разбитые или вещи, обычная одежда. Я сейчас на полном серьезе. Это жесть. И раз уж я уже заговорил про клиентов, то плавно перетекаем дальше ко второй штуке. Это наглухо неадекватные клиенты. В принципе, они есть везде, и непонятно, как они вообще выживают и какая Годзилла их на свет породила. Такие люди максимально токсичны. Некоторые приносят тебе фотографию чужой руки с тату и говорят: «Хочу себе точно такую же». Ну не дебил. И ты ему начинаешь объяснять, что это так не работает, и он тебе начинает загонять про своего дружка, о котором я ранее рассказывал. Есть просто больные, которые хотят рисунок на половых органах, но особенно меня радуют придурки, которые начинают торговаться с тобой и требуют, подчеркиваю, требуют набить им рисунок по цене, которой они говорят. И ты дальше мягко и тактично пытаешься намекнуть им, то, что они дебилы и им бы пора в свое село, откуда они повылазили. Они еще обижаются и грозят рассказать всем, какие мы плохие. Ужас. Люди покупают себе обувь за 20 и отходят в них максимум 3 сезона. Берут айфоны в кредит, которые уже через год будут неактуальными. А на татуировках экономят. Не надо так. Следующая проблема заключается в том, что некоторые тату-студии начинают себя позиционировать как салоны красоты, что ли. В общем, как места, оказывающие разного рода услуги по типу общепита. Проще говоря, начинают лизать жопу клиенту. Все ради его вонючих денег. Это низко и неблагодарно. Тату-студия должна быть независима от мнения незнающих людей. В общепите говорят, клиент всегда прав, а в тату-студии это не так работает. Если ты хороший мастер и работаешь в хорошей студии, то в первую очередь прав ты и только ты. Ты являешься квалифицированным специалистом, и ни один черт с улицы не должен тебе навязывать свое говно. Многие мастера и студии готовы пойти на все ради денег. Это мерзко. Тату-студия – это не салон красоты или кафе, а тату-мастер не официант. Спасибо, что выслушали мой бомбеж, и всех благ.